Это был самый долгожданный мейджор, потому что сколько его не было? Больше 2 лет. И, конечно, все невероятно соскучились по подобным турнирам. Поэтому в этом плане, конечно, мейджор был супер долгожданным. Плюс с особым трепетом я ожидал вообще в целом стадионных ивентов, потому что их тоже, как и мейджоров, не было очень давно, и это был как глоток свежего воздуха. Это было супер. Во-первых, это LAN-ивент, за которыми мы очень соскучились. Это было огромное количество аудитории, и эта аудитория была очень активна. То есть она поддерживала многие команды, делала это активно, и это создавало просто нереально крутую атмосферу на месте проведения, и это было просто супер для обычного наблюдателя. Как для аналитика, мейджор — это всегда некое особенное событие, потому что здесь не бывает каких-то результатов, на которые нет смысла обращать внимание. Здесь каждая игра, каждая best of 1, каждый раунд, он о чем-то говорит, он демонстрирует какой-то уровень подготовки, отношения, и все команды играют с огромным желанием. Это был очень эмоциональный ивент, и несмотря на то, как казалось бы, с одной стороны, просто прошел чемпионат для команды в плане результатов, конкретного счета на картах и того, что не было ни одной карты проигранной, то все равно эмоционально это было очень сложно, потому что это такой момент какой-то предвкушения, когда ты вроде это очень-очень долго ждал, и вроде как это должно случиться, но ты боишься себе пока что это представлять. Мне кажется, этот турнир был важен в первую очередь для фанатов в плане того, как воспринимать команду Na'Vi, потому что, мне кажется, мейджор не играет такую значительную роль, как, например, то, что они выиграли кучу крупных турниров до этого, то, что команда выигрывает на дистанции. И для Na'Vi, может быть, это как какой-то пунктик для них был, то, что он хочет наконец выиграть мейджор. Я не знаю, как ребята к этому относились, насколько для них это было значимо, но для меня, после того, как Na'Vi выиграли Grand Slam, все было как бы понятно, и мейджор как, давайте еще и мейджор выиграем. Говорить, что все было на кону на этом ивенте, наверное, было бы неправильно. Но то, что он был очень важен для всех, и в том числе даже для того же Саши, да, который очень много ивентов выиграл, но так и на мейджорах ни разу еще не получалось до этого, так и для всего клуба Na'Vi это была действительно очень важная победа, и очень хотелось ее достичь. Для Na'Vi этот мейджор, не сказать, что он был какой-то прям супер определяющий. Они были, объективно, по оценкам многих, главным фаворитом. И действительно, да и в моих, в принципе, оценках они тоже были одним из главных фаворитов. То есть они были одним из претендентов на титул. Но если бы они его не выиграли, я не думаю, что для Na'Vi это бы значило что-то невероятно плохое, и нужно было бы делать опять замены, искать какие-то проблемы и так далее. Потому что мы видели дистанцию от Na'Vi до этого мейджора, и они выигрывали просто все подряд. И поэтому даже если бы им где-то не повезло на мажоре, это бы все равно все поняли, и вряд ли бы кто-то их за это осуждал. Но они, конечно, все сделали идеально. Они, как я считаю, как команда, не зависели от результата этого мейджора. Они сильнее других команд, и они после мейджора оставались бы сильнее других команд. То есть надо было просто продолжать демонстрировать свою игру и выигрывать следующие турниры. Признаюсь, я прокручивал сценарий, как и что было бы вообще, если мы проиграли этот ивент, но я старался делать это максимально неярко, потому что мысли о таком, они действительно очень сильно угнетали. Хотелось все-таки верить в команду и какой-то позитивный настрой иметь все время. Старались все-таки, если думать и обдумывать эти сценарии в случае негативного какого-то исхода, старались все-таки их откладывать на потом, на после ивента, если это вдруг все-таки случилось бы. Шансы на победу в 2020 году были бы ощутимо ниже. Катовице — это был всплеск, это был хайп после прихода Перфекто, это был лан такой, то есть они были на кураже. И если бы они продолжали на том же кураже отыгрывать еще и мейджор, они могли бы его выиграть. Но прошло бы какое-то время, этот кураж мог бы спасть, и у них не было того гандикапа, запаса прочности стратегического. Команда очень хорошо чувствовала себя на ланах тогда, и мне кажется, что вообще, в принципе, какие-то проблемы в команде на то время начались именно из-за того, что был переход в онлайн, и наша команда, которая была всегда очень сильной на ланах, столкнулась с чем-то новым, очень непривычным. Это очень опытные игроки, которым тяжелее, будем откровенно, находить мотивацию в себе играть в онлайне, постоянно не менять никак обстановку вообще, чем более молодым коллективам, например, которые только взбираются на какие-то топы, да, рейтинга, то, с одной стороны, если бы этот мейджор случился бы вот сразу после Катовицы, когда команда одержала победу, мне кажется, были бы тоже очень хорошие шансы победить. Хотя, конечно же, соперники тогда были очень сильные.
Но, с другой стороны, если бы этот мейджор все-таки состоялся вот где-то там в ноябре, ближе к концу 2020 года, где команда уже начала играть в онлайне, столкнулась с этими всеми проблемами, вылезли какие-то вещи, которые необходимо было бы уже исправлять какими-то более радикальными методами, как замена в составе, да, к чему мы в итоге пришли. И если мейджор бы случился в тот момент, это было бы реально очень сложно победить, это факт. Может быть, Катовица помогла в том плане, что они чувствовали, что они этим составом, когда еще был Флейми, правда, что они могут отлично играть, то, что Перфекто сразу же проявил себя хорошо, и, может быть, это помогло Илюхе комфортнее себя чувствовать и остальным ребятам быть уверенным в Илье, то, что он на лане жестко может отыгрывать, то есть, но я не уверен, что это сыграло какую-то прям значительную роль. Ты ненормальный? Там я сам должен был добавить. Что? Я говорю, ты ненормальный? Я сейчас попробовал посидеть как ты, это невозможно. Нет ничего невозможного. Я не считал Нави гарантированным финалистом перед началом мейджора, и уж тем более главным фаворитом. Они были одним из главных фаворитов, и они были одним из главных претендентов на то, чтобы быть в финале. И, естественно, это ощущение строилось на их результатах предыдущих, уже с Валерией Битом в составе. Уверенность очень сильно подросла за этот год. Появилось еще больше дисциплины, появилось еще больше желания и такого какого-то менталитета победителя, что ли. То есть вот эти вот несколько побед, которые были достигнуты командой за это время, они позволили ребятам прям почувствовать, что они должны выигрывать все. И самое интересное и самое важное, что все парни, они после достижения этих каких-то побед, это не было для них что-то как, я не знаю, вот что-то случилось сверхъестественное и все. Они это воспринимали как наконец-то должный результат их всего труда. И, соответственно, после достижения одной победы они переходили просто к планомерному достижению второй победы, да, и начинали уже готовиться сразу. Если сравнивать Нави 21 и 20 года, главное изменение для меня это в том, насколько игроки играют более качественный тимплейный КС. Объем информации, который в составе, он очень большой. И Валера очень быстро прогрессировал, но при этом все равно этот объем информации на картах, на которых он еще не играл, был просто чрезмерно большой. Ему необходимо было бы в очень краткие сроки очень быстро всему обучиться, адаптироваться и показать хороший результат. Вот. Или же можно было оставлять Флейми, чтобы казалось бы более стабильным вариантом, и казалось бы, что какой-то результат, наверное, был бы даже лучше вот в тот момент. Вот. Но мы понимали, что это может все-таки привести к каким-то проблемам, потому что все-таки какие-то неудачи на предыдущих ивентах в прошлом году команда, она их запоминает, они где-то откладываются на подсознание и ухудшаются, соответственно, результаты. Поэтому было принято решение оставить и заявить Валеру, да, как основным пятым человеком на этот РМР-сезон. И буквально сразу же, как только команда начала играть на грядущих ивентах и там выиграла DreamHack Masters в апреле-мае, сразу же было понятно, что это очень-очень убойный состав, который, если еще проработает в таком же плодотворном режиме еще буквально несколько месяцев и получит еще, там, не знаю, 1-2 победы, что это будет невероятно уверенная в себе команда с очень сильными исполнителями, с отличным бэкграундом тактик, стратегии и понимания вообще игры на макроуровне от Блейда, да, и остальных ребят, и притом идеально сбалансировано, что ли, с точки зрения опыта и какой-то свежей крови. В общем, все было вот в тот момент, уже в мае, в июне уже было так очень понятно, да, что имеем большие шансы победить на мейджоре. Я тебе потом лично скажу. Хорошо? Я не помню, кто говорил, но я помню, что я тебе лично сказал. Да. 6 начала. Еще раз снимешь, мне ничего не произойдет. Мне кажется, Нави начали не лучшим образом. В первом матче против Героик на Эншенте все было очень скользко, и не было ощущения, что Нави прям доминирует на этой карте. Там был очень важный клатч Бумыча, насколько я помню, на пленте. Вроде он 1 в 3 взял. И было ощущение, что Нави выехали так на очень тоненьких моментах, и все могло бы быть абсолютно по-другому. Я больше всего переживал, что Нави потеряет свою уверенность где-то по ходу чемпионата из-за какой-то одной проигранной карты или там одного какого-то обидно отданного матча, какого-то best of 3. И я крайне рад, что этого так и не случилось, они на вот этой волне выиграли весь турнир. Потому что я вот единственное, чего не понимаю, это то, как Нави справляются с поражениями и как они возвращают себе уверенность. Потому что с Валерой Битом им практически не приходилось чувствовать поражение. И вот этот их состав, он идет просто непобедимым. И непонятно, как он справился бы с этим. Но, видишь, до этого даже не дошло.
И они просто выиграли все это уверенно. И, ну, по сути, да, так многие скажут, что ну, так и должно было быть. Да, то есть все этого примерно и ожидали. Ну, они топ-1 команда мира, ну кому они, по идее, на бумаге должны вообще проиграть? После группового этапа, наверное, одно слово крутится в голове, это все-таки уверенность. Если посмотреть на то, как начали проходить все встречи, это Героик, ВП, NIP, все карты заканчивались очень уверенно, без каких-либо нервов. Да, были, конечно, проигранные раунды какие-то, которые не должны были быть, но это, в принципе, Counter-Strike, такое всегда бывает. Но при этом не было карт, где, там, образно, там, не знаю, одна ошибка, она решила всю карту. То есть был запас прочности хороший, и это прям чувствовалось очень хорошо. Вот. Чувствовалась уверенность в, не знаю, в глазах ребят, в разговорах. Никто не воспринимал каждую следующую победу как что-то невероятное. То есть очень все спокойно, планомерно шло своим чередом. Electronic with the nade, it's not going to stop. Oh, it almost stops the plant, and now it does. Refresh got off the plant and tried to readdress it. Electronic's going to win a magical 1v2. What a heartbreaking way to lose here at the end. There's nothing. Oh, he's holding it down for the full duration, but it's a 10-second defuse, and that's 16-4. Electronic expertly played at the end. That is well done. Единственный соперник, которого я так и не дождался против Нави, это, безусловно, Героик. То есть это, наверное, команда, которая и потом, впоследствии, на следующем турнире, они доказали, что они, в принципе, способны играть с Нави чуть ли не на равных, и, может, даже обыгрывать их. И, если честно, мне вот финала Нави-Героик или где-нибудь матча по ходу плей-офф Нави-Героик не хватило для того, чтобы, ну, прям вообще все вопросы снять. Признаюсь, что если, там, согласно прогнозам каких-то смотреть, то Vitality, Gambit, G2 — это как бы соперники, с которыми хотелось бы встретиться, чтобы с каждым из них закрыть какую-то свою личную историю, да, которая уже, там, не знаю, год копилась, или, там, возможно, с кем-то даже больше, да, как G2, с которыми катовицы еще играли в финал. Вот. И когда мы узнали, что в четвертьфинале нам предстоит играть с Vitality, для меня это, наверное, был самый какой-то нервный все-таки матч, потому что это плей-офф, это публика, это матчап какой-то такой, да, который всегда привносит какие-то неожиданности, в том числе и в плане результата на предыдущих ивентах. Поэтому это был очень такой нервный матч, нервные переживания, скорее, не сам матч, а вот именно переживания о том, как он будет проходить и как, собственно, команда подойдет к нему, и как это все будет тут уже в плей-оффе при огромном количестве зрителей вот против такого оппонента. До мейджора Vitality, наверное, в глазах многих считались, ну, в принципе, одним из реальных кандидатов на победу вообще на всем чемпионате. И когда они начали проигрывать в матче в групповой стадии, ну, начало складываться впечатление. И когда они проиграли карту Evil Genius с матча на вылет, это аж вообще был, наверное, фурор в том плане, что все в них очень резко разочаровались. Но на турнире они показали свой характер, они жестко камбэкнули. И, наверное, ну, честно, вот уже оглядываясь на фон всего этого мейджора, но они были, наверное, самым сложным соперником для Нави вообще за весь ивент. У меня было ощущение, что Нави так и не встретили серьезного достаточно сопротивления. Vitality были, где-то нервничали отдельные игроки молодые, Кьоджин не лучший турнир провел, и в матче с Нави было ощущение, что Зайву там как-то раскрывался уже, да, но все равно Vitality им недостаточно. Они где-то проигрывают. Вот если бы Vitality были в своей лучшей форме, там, в лучших кондициях, я думаю, это был бы захватывающий матч. А так получилось неплохо, где-то близкие счета, но Нави как ощущались для меня сильнее команды, они это полностью проявили, и я так чуть-чуть на нюке запереживал, но не то чтобы сильно. Для Vitality сам выход в плей-офф, учитывая их турнирную ситуацию, они с 0-2 камбэкнули до 3-2 в швейцарке и вышли в 1/4, для них это уже было достижением. И то, что они попали на Нави в четвертьфинале, ну, они понимали, что они аутсайдеры в этом матче. Но при этом они понимали, что в теории, если у Нави что-то пойдет не так, они могут их за это наказать. И они поборолись, они выдали хороший матч, но все равно гандикап был огромен. Первый матч перед зрителями спустя долгое время. Очень прикольно было ощущать вот это противостояние трибун, то, что они разделились на две половины. Одни были со стороны Vitality, болели за французскую команду, другие со стороны Нави. Очень жесткая поддержка, особенно когда на второй карте, когда там был клатч Зайву, когда был камбэк от Нави, все уже так разгорячились, и просто раунд за раундом были с разных сторон зала крики, поддержка трибун. Это было здорово, такое противостояние. Хотя, откровенно говоря, у меня было ощущение по ходу всего турнира, точнее всего плей-оффа, то, что у Нави поддержки побольше, чем у других команд. Очень любят эту команду, и куча зрителей болела именно за них. Поддержка ощущалась огромная. Top of the scoreboard, 22 and counting, and a spray for three.
Oh, we make it 4! That's beautiful! Pressure is on, he does swallow the flash, but he's got bit to support him! And he takes 2 with the 1! До начала мейджора я считал, что Gambit — это самые главные конкуренты Na'Vi, и я считал, что это реально две команды, которые лучше всех команд других готовы к этому турниру. Gambit очень сильно спрогрессировали за последний год и даже полтора, и вот, собственно, вот этот онлайн, который случился из-за коронавируса, это хороший момент, наверное, для них вообще в целом получился, потому что они как раз и есть вот та свежая кровь, те свежие молодые ребята, которые готовы были рвать, метать и сделать, не знаю, больше, чем максимум для того, чтобы вскарабкаться, да, на вершину. Как-то расстроился тому, насколько публика мало поддерживала Gambit. У меня было ощущение, что это домашняя трибуна Na'Vi. То есть все было Na'Vi и чуть-чуть Gambit. Вот такое какое-то ощущение было. Хотелось больше как Na'Vi G2 или Na'Vi Vitality, когда больше противостояния на трибунах. Полуфинал Na'Vi Gambit, многие строили от него большие ожидания, потому что Gambit были лучшей командой начала 2021 года, Na'Vi были лучшей командой второй половины 2021 года, и все-таки вопрос того, Gambit, например, онлайнеры или лайнеры, он как раз-таки во многом в этом матче и должен был как-то, проясниться, скажем так. И, безусловно, Gambit красавчики, что они и на предыдущих лан-ивентах, и на этом лан-турнире, они вообще доходили до таких стадий. Это говорит уже о том, что они определенный уровень лан-игры все-таки умеют поддерживать. Но конкретно их полуфинал против Na'Vi все-таки показал всем наглядно, что дает тебе, насколько важен вообще опыт игры на крупных лан-чемпионатах, перед зрителями, какие-то ответственные матчи на дальних стадиях. И этого как раз-таки опыта Gambit тогда и не хватило, их просто без шансов переехали Na'Vi на уверенности, на четкости, и мы не увидели даже и близко тех Gambit, которые были во всех матчах против Na'Vi до этого, в онлайне. Этого противостояния, по сути, даже не было. Поэтому я, если честно, был даже разочарован, наверное, как и все, потому что от этого матча все ждали какой-то самой большой проверки для рожденных побеждать, но ее, по сути, не было. Меня тоже расстроило то, что Gambit как-то, вообще не проявили себя. У меня было ощущение, что Na'Vi будто зашли на фейс и раскатали своих соперников без проблем. И я надеюсь, для Gambit это будет опыт, но у Na'Vi реально просто не возникло никаких сложностей в том матче, особенно после того, как первая карта на оверпассе Бумыч берет какой-то жесткий раунд с ЦЗшкой, и после этого как по накатанной, все легко было для Na'Vi. Я не думаю, что победа конкретно над Gambit, лично для Na'Vi, значит что-то особенное. Хоть Gambit — это команда, которая чаще до этого в 2021 году обыгрывала Na'Vi, чем проигрывала, ты слушаешь какие-то там высказывания ребят из Na'Vi, какие-то интервью, какие-то влоги, не чувствуется того, что они видят в Gambit какого-то реального конкурента. То есть пока Gambit не обыграют Na'Vi на лане, пока Gambit не обыграют Na'Vi в каком-то серьезном турнире, на какой-то серьезной стадии, это чувство, наверное, и не появится у рожденных побеждать. Для нас это определенно была важная победа, потому что, как повторюсь, она поставила какую-то жирную такую точку и какую-то дополнительную ачивку для каждого из наших игроков, и это тоже очень приятно. Для Gambit это очень хороший опыт был, реально очень хороший, потому что они сильная, стабильная, понятная команда с хорошим пониманием, но конкретно этого опыта у них еще не доставало. Этот опыт 1, 2, 3 раза, и они, собственно, смогут закрепиться очень надолго на мировой вершине и, собственно, продолжать точно так же выступать, как и задали планку для себя в этом году. What is this? Bumich shakes him! And Simple has yet to even be put into play, and it's all over. 16-3. Na'Vi in the grand finals of the PGL Major in Stockholm. Утро перед финалом я начал чувствовать, что происходит что-то историческое, то, что Na'Vi наконец могут выиграть мажор в этот день. И они, более того, у меня было ощущение, что они должны выиграть мажор, и сейчас может произойти одно из двух. Либо произойдет история, Na'Vi выиграют мажор, либо произойдет что-то невероятное, и Na'Vi проиграют, и это будет шок, и будет потом много аналитики, будет потом обсуждение и догадок, что же не так произошло с Na'Vi. G2 мы все воспринимаем просто идеально, как нашего соперника в финалах, просто благодаря всей той истории, которая у нас случилась уже с ними. И когда мы просто видим G2 в финале, это просто доставляет массу уже позитивных каких-то эмоций для нас. Для меня G2 это большое удивление этого года, потому что когда они оставили Амане со снайперской винтовкой, убрали Кенни и не искали, точнее не нашли себе, по крайней мере, или не искали другого снайпера, и то, что они в таком составе смогли дойти до финала мейджора, доходить до финалов других крупных турниров и постоянно быть в топе мирового Counter-Strike, помимо редких периодов, когда они попадали, для меня это
удивительно, и я в восторге от того, что они продемонстрировали. То, что они дошли до финала мейджора, я считаю, во многом заслугой отдельного игрока Нико, который выдавал какую-то фантастическую игру по ходу всего турнира. Нико в финале против Нави — это не был тот же Нико, который был против других команд по ходу турнира. То есть, мне кажется, G2 во многом благодаря нему где-то выезжали, но в финале, если он не показывает какую-то феерическую игру, G2 не могут конкурировать с такой командой, как Нави. Но мне кажется, что там какой-то очень жесткий работает то ли психолог, то ли какой-то вдохновитель, то ли кто-то еще. Ну, в общем, видно, насколько спокойно они играют. То есть раньше, приезжая на мейджор, играя какой-то важный финал, Нави переживали. Нави старались даже больше, чем это нужно. И из-за этого результат получался хуже, просто потому что какая-то одна неудача, и все катится в одно место, извините, конечно, за выражение. А сейчас Нави как-то философски относятся к неудачам и спокойно относятся к вот всем негативным проявлениям во время игры. И они просто умеют вот настроить себя настолько правильно до игры, во время игры, чтобы ничто им не помешало добиться цели. И вот это вот то, что отличает Нави 2018 от Нави 2021, и это то, наверное, что позволило им крайне уверенно сыграть финал, учитывая всю ту историю, все те проигранные финалы, все те неудачи, которые были ранее. В этот раз этого не было. Они смогли продемонстрировать то, что от них все ожидали, что они сами от себя ожидали, и самое главное, они просто справились с давлением. Это был главный вопрос для меня перед финалом, справятся ли Нави с давлением, и они на него ответили. Финал был очень эмоциональным и напряженным, и, собственно, Нюк — это самая напряженная карта была, в принципе, за весь чемпионат, и единственная карта, которая там закончилась со счетом больше, чем 16-13, например, да, и в какие-то моменты казалось, что все, как бы Нюк уже не наш, и как бы по ходу придется играть третью карту, и после проигранного Нюка, который там уже такой большой стрик у нас, будет тяжело, да, и что будут какие-то дополнительные эмоции возникать у игроков и дополнительные переживания. Но тот момент, когда все-таки Ника промахнулся с дигла в такой ответственный раунд, это было мега приятно, и тогда стало понятно, и мы стали еще ближе к победе, и тогда вот все уже начали потихоньку ощущать, что, собственно, да, вот оно рядом уже, и что, собственно, сейчас как бы парни выиграют наконец-то мейджор. G2 сейчас немного похожи на Нави предыдущих лет, когда есть несколько игроков, которые очень жестко тащат команду, несколько других, которые чуть не доигрывают, и нет очень хорошего тимплея. То есть это команда скорее отдельных личностей, чем вся команда, и в каком-то смысле символично то, что Нави обыграли таких G2, и мне кажется, это показатель того, как развивается Counter-Strike, то, что вам надо приходить к тому, что команда должна быть тимплейной, у команды должны быть хорошие тактики, вы не можете, даже если у вас лучшие игроки в мире, индивидуальности этого недостаточно, чтобы сейчас выигрывать крупные чемпионаты мира регулярно в Counter-Strike, и я очень рад, что именно так происходит развитие КС. Тут Нави, во-первых, повезло с тем, что соперник действительно очень удобный, во-вторых, они красавчики, они значительно себя развили за этот период, и у них практически не бывает проблем вообще с психологией. Плюс у них есть человек, который вообще никогда не проигрывал на мейджорах, и этого никогда не было у них ранее. Тоже важный аспект. Так что, ну вот, все сложилось идеально для рожденных побеждать, и это не просто везение, как бы, ну, вся команда, вся организация, все люди, которые каким-либо образом причастны к тренировочному процессу и к подготовке команды к мейджору, это все результат их сплоченной работы. 10 seconds, neither plan. Oh no! It's falling apart! That's gonna be it! Only Nico, there's no time! He just has to watch that clock tick down! This is it! Navi have taken the major! Когда Нави победили, большая часть зала стояла, они приближались к сцене. Я до этого после каждых матчей мог подойти поближе, посмотреть на игроков, быть прямо возле сцены. Тут нет, это было невозможно. Тяжело сказать про эмоции, но это просто какое-то ощущение, что что-то такое важное выполнено, но при этом мы все понимаем, что и еще больше впереди. Вот, наверное, вот так вот. То есть это какая-то важная ачивка для всех в клубе, для парней особенно, но как вот парни прекрасно осознают и продолжили работать сразу же после мейджора дальше, вот точно так же и мы понимали, что нам наоборот нужно еще больше приложить усилий и еще больше
всего сделать, и нам предстоит после мейджора, чем до. И, в принципе, это какое-то такое предвкушение, но уже каких-то хороших, позитивных вещей в работе дальше. Stockholm, stand up and celebrate because you're champions of the PGL Major Stockholm 2021. It's Na'Vi!